Вы смотрите программу «Правила». Это совместный проект телеканала РБК со Следственным комитетом. Япония собирается легализовать использование криптовалют. В России регуляторы намерены ужесточить использование таких денежных единиц. Какие опасения вызывают криптовалюты? Стоит ли их запрещать? Обсудим сегодня с нашим постоянным гостем, с Георгием Смирновым, представителем Следственного комитета. Георгий, добрый день. Основная криптовалюта, о которой мы чаще всего говорим в этой студии, это всем известный биткоин, история которой началась в 2009 году. И благодаря работе сотрудников правоохранительных органов Австралии, мы, кажется, даже знаем, кто был основателем вот этого... Да, Сатоши Накамура. Да. Мы знаем, как его зовут, но я имел в виду основателем вот самой по себе идеи биткоина, да, и идеи криптовалюты. Вообще хотелось бы понять, вот какова в основном в России, кажется, существует две прямо противоположные, наверное, как и во всем мире, прямо противоположные тенденции идей. Одна из них предполагает, что нужно наоборот расширять использование криптовалют, за это есть определенные «за», или нужно наоборот ужесточать наказание за использование вот криптовалют, которые по некоторым оценкам являются ничем иным, как денежными суррогатами, такими псевдоденьгами. Ну, весь вопрос в том, в качестве какого средства использовать криптовалюту. Если в качестве платежного средства, кстати говоря, не только в Японии, сейчас в США, Германии активно продвигают идею легализации криптовалют в качестве платежного денежного средства, платежного средства. В ряде стран их приравняли к товару, к финансовым инструментам, производным, либо базовым. И сейчас, в принципе, активно обсуждается юридическая природа этого феномена. Ну и самое главное, на мой взгляд, здесь экономическая суть. Ведь в чем отличается криптовалюта от той же валюты, или, например, электронной платежной валюты, электронной системы платежа? Тем, что электронная платежная система опосредует, или, проще говоря, упрощает движение легальных денег. А валюта же... Это инструмент скорее. Да, это фактически инструмент движения легальных фиатных денег. Криптовалюта же не обеспечена никакими активами, не привязана ни к каким активам. Фактически это оборот воздуха. Ведь криптовалюта вам не кажется, что эти возражения напоминают мне на самом деле возражения сторонников так называемого золотого стандарта, поскольку долгое время денежные единицы, в том числе бумажные, были обеспечены монетарным золотом, и только после того, как в конце концов США окончательно отвязали доллар от золота в 70-е годы, вот как раз возникло это движение, связанное с тем, что, ну, как же так, было много возражений. Вы правы. Кстати, вот Сатоши Накамура в своем обосновании криптовалюты пишет о том, что фактически отказ от золотовалютного привязки валют к золоту повлек некий кризис, некую волатильность на мировых финансовых рынках, на мировых рынках валюты, и испытывают они потребность в подобного рода системе, чтобы обеспечить паритет покупательной стоимости валют через определенный стандарт. И как раз он говорит о том, что так как именно криптовалюта будет выпускаться ограниченно, там, по-моему, резерв ее 10 лет, соответственно, она будет расти в цене, и так же, как и золото, оно ограничено. То есть такой квази-аналог золота. Да, квази-аналог золота фактически. Хорошо, Георгий, я хотелось бы понять, вот каков сейчас правовой статус криптовалют в России? Можно ли им пользоваться, нельзя ли ими пользоваться? Если можно, то для чего? Если буквально можно, то кому? В 2014 году Центробанк и Росфинмониторинг издали информационное письмо, в котором приравняли криптовалюту к денежным суррогатам. Оборот денежных суррогатов у нас запрещен, да, уголовная ответственность отсутствует, но фактически пользователи криптовалюты могут попасть под законодательство о противодействии легализации денежных средств, так как транзакции не идентифицируются, анонимные. Вот, если транзакции анонимные, то нам, я так понимаю, пользователя узнать очень сложно. И скажите, вот есть ли практика привлечения к ответственности пользователей криптовалют в России? Я, честно говоря, ни разу об этом не слышал. Практика существует, но не привлечение, не сам по себе за оборот криптовалют, а за основное преступление, например, легализацию доходов. Есть даже, по-моему, уголовное дело о заказном убийстве, где в качестве финансирования преступной деятельности использовалась именно криптовалюта. Кстати, считается, что одним из крупнейших владельцев биткоинов долгое время было Федеральное бюро расследований, а следственным органам приходилось конфисковывать биткоины где-нибудь в России.
Ну, сами по себе биткоины Сервер, изъять невозможно. кошелек. Возможно изъять только компьютер, да, ведь там отсутствует централизованный эмитент, а эмиссия осуществляется неограниченным кругом лиц путем, кстати, не только эмиссия, и верификация, путем установки программы и эмиссии, да, инициирования определенного неповторимого кода, который защищается криптографическим кодированием. Так, а у Поэтому нас называется приходилось криптовалюта. Были ли случаи конфискации кошельков Ну, насколько биткоина? мне известно, вот как раз-таки по фактам финансирования терроризма, связанного с ИГИЛ и с другими подобного рода организациями, были случаи изъятия компьютеров, на которых были установлены программы, которые содержали кошельки. То есть через майнинг. некоторое время мы можем ожидать, как и в Штатах, таких случаев, когда ФБР продавал на Ну, открытом рынке биткоин. Я надеюсь, что у нас в стране будет это явление запрещено, потому что ведь основным инструментом денежно-кредитной политики, который пользуются монетарные власти, в принципе, во всех странах мира, это контроль за объемом денежной массы в обращении. И в России, как известно, в настоящее время в целях снижения инфляционных рисков проводится такая относительно жесткая денежно-кредитная политика, которая приводит к сжатию денежной массы. Но я так понимаю, что прежде всего объявление суррогатом криптовалют было не макроэкономической, прежде всего носило не макроэкономический характер, а прежде Я всего думаю, что макроэкономические связанное с контролем. последствия, они самые опасные, потому что представьте, что в условиях сжатия денежной массы эта потребность в определенного рода денежных суррогатов будет возрастать, и вот это вот с одной стороны легальная денежная масса, а с другой стороны она будет дополняться вот такими денежными Но они не суррогатами. но я так понимаю, они не смогут заместить легальный оборот рубля, предположим, потому что они объявлены денежным суррогатом, и банки не могут выдавать кредиты или принимать депозиты в биткоинах в Но России. будут как раз-таки теневые банки, теневые структуры, которые, представьте, будут выдавать банки. Далее эти денежные средства будут использоваться для покупки товаров, сырья, работ, услуг и так далее. То есть будет существовать определенный теневой сектор оборота вот этих криптовалют, которые наряду вот с легальной денежной массой будет фактически расширять эту денежную массу. И здесь такие последствия могут быть непредсказуемы, начиная от инфляции, гиперинфляции. Ну, я почему-то такой аргументации ни со стороны японских каких-то экспертов, ни со стороны американских пока не слышал. Проблема в Основная том, что проблема, в о которой они говорят, Японии, в странах Европы, в США проводится мягкая денежно-кредитная политика. но она когда-нибудь закончится, мы об этом уже говорим 5 лет. Как раз-таки у них потребностей в денежных суррогатов настолько нет. У них основным источником инвестиций является банковский кредит, ставка банковского кредитования низкая, и, соответственно, потребностей в различного рода таких инструментах нет. У нас же в условиях сжатия денежной массы основным источником финансирования фактически является господдержка, и как раз-таки сейчас различные структуры в поиске того, чем бы заместить. Но, насколько я понимаю, доля России на мировом рынке биткоинов пока или криптовалют не слишком значительная. Россия занимает 5-е место в обороте биткоинов. Это было озвучено на недавних парламентских слушаниях в Государственной если Думе. это анонимная система транзакций, каким образом мы можем знать, какое место мы на ней занимаем? Кстати говоря, там было предложение, вот именно с точки зрения технической, проблема техническая наиболее решаема. Ввести систему идентификации – это не проблема внести изменения, ну и как раз децентрализовать. Спасибо, Георгий. Напомню, что нашим гостем был Георгий Смирнов, представитель Следственного комитета. Вы смотрели программу «Правила». Я Павел Демидович. Не переключайтесь.